Не успели мы с вами встретить Новый год, как сразу на горизонте появились очень хорошие новости, которые я просто не мог пропустить. Ведь популярное издание Reuters предоставило инсайдерскую информацию, что SEC может одобрить спотовый ETF на биткоин в течение следующих 48 часов. То есть либо сегодня, либо уже завтра на рынке США будет запущен первый спотовый долгожданный ETF. Да, друзья, именно эта новость заставила меня отодвинуть салаты и мандарины в сторону, чтобы снять для вас это важное видео, которое, кстати, является первым в этом году. И сейчас одобрение ETF еще не было так близко, ведь чем сильнее мы приближаемся к 5 января, тем больше появляется новостей, что биткоин может вырасти до 70, до 100 тысяч и даже до 1 миллиона долларов. Прогнозы, конечно же, впечатляют, особенно тех, кто держит в портфеле 70% биткоина. Но помимо положительных прогнозов, есть и негативные. Ведь я думаю, вам уже попадались на глаза заголовки новостей, что биткоин расти не будет, все начнут продавать, после одобрения ETF нас ждет 32 тысячи и другие пугающие заголовки. Но чтобы вы знали, к чему стоит готовиться после одобрения ETF, мы сделали для вас это видео, в котором сегодня мы разберем все последние новости ETF, обсудим интересные прогнозы аналитиков, узнаем, что стоит ждать от Гэри Генслера, а также я проведу анализ биткоина, чтобы понимать, сколько он может стоить после решения SEC. Поэтому за такую проделанную работу поддержите видео лайком. И давайте в начале года наберем под этим роликом как можно больше лайков. Ведь, как я говорю в каждом нашем видео, только благодаря вам мы снимаем больше качественного и интересного контента, за что вам огромное спасибо. Ну а теперь без лишних слов, вы на канале Coin22, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, поскольку начался новый 2024 год, от меня лично, от всей команды Coin22, хочу поздравить вас и пожелать вам всего самого наилучшего. И с нашей стороны мы сделаем все, чтобы в этом году вы всегда были в курсе всех актуальных новостей на крипторынке. И для этого вам нужно просто подписаться на наш телеграм-канал. Новостью о потенциальном одобрении ETF на этой неделе мы поделились еще 31 декабря. А сегодня мы опубликовали 10 причин, по которым рынок криптовалюты взлетит в этом году. Поэтому, если вы желаете узнать, что вызовет сильный рост криптовалюты в 2024, переходите и подписывайтесь. Ну а мы давайте подробнее разберем, какая свежая информация по поводу ETF нам доступна на данный момент. Во-первых, что самое важное, это статья от Reuters, в которой 30 декабря люди, знакомые с данным вопросом, сообщили, что ETF может быть одобрен либо во вторник, либо в среду, на следующей неделе, ну то есть уже получается на этой. И такие заявления возникли после того, как компании, которые подавали заявки в SEC, предоставили окончательные поправки в своих заявках. Об этих поправках впервые сообщили Fox Business, ведь по их информации SEC установила окончательную дату 29 декабря, до которой компании должны были внести те самые поправки, чтобы получить одобрение до 10 января. А вот уже 30 декабря, по данным Reuters, со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, стало известно, что управляющие активами, которые попали в срок до конца года, смогут запустить свои биткоин-ETF до крайней даты принятия решения. В их число входит не только компания Cathie Wood Ark Invest, но еще 21 Shares, Valkyrie, Bitwise, Wisdom 3, Franklin Templeton, VanEck, Invesco, ну и, конечно же, главный гость этой вечеринки BlackRock. И теперь все, что остается делать этим компаниям, просто ждать решения от SEC, которое по заявлению Reuters озвучат в ближайшие 48 часов. Но что самое важное, SEC больше не может сказать: ребята, подождите, у нас еще есть время, ведь времени у них реально больше нет. Одобрение ETF будет гарантированным, и к нему готовятся не только компании, но и биржа Coinbase, которая в будущем будет обеспечивать работоспособность этих спотовых биткоин ETF. По этому поводу представитель Coinbase сказал: мы тщательно подготовились к одобрению ETF. Наши системы были разработаны и протестированы с учетом увеличения объема торгов, увеличения ликвидности и общего увеличения спроса на наши системы. И в данном случае Coinbase, а точнее ее подразделение Custody, играет ключевую роль. Ведь финансовые учреждения, как правило, обязаны хранить криптовалюту у квалифицированных компаний, такой как Coinbase Custody, а не на розничных биржах. Bloomberg отметил, что несколько претендентов на ETF, в том числе BlackRock, Franklin Templeton и Grayscale, планируют работать с Coinbase Custody для управления биткоин-активами в своих ETF. Дополнительно некоторые компании уже сообщили, сколько денег в виде первоначального финансирования они готовы отправить в биткоин. Например, в прошлых видео я говорил, что 3 января BlackRock официально собирается инвестировать около 10 миллионов долларов в свой биткоин ETF, но по сравнению с Bitwise это еще цветочки. Ведь после того, как Bitwise обновила для SEC свою формулу S1, компания объявила о запланированных начальных инвестициях в размере 200 миллионов долларов, которые отправятся в ее ETF, и эта сумма в 20 раз больше, чем у BlackRock. Для общего понимания, эти первичные инвестиции
инвестиции будут являться стартовой капитализацией их ETF, то есть перед тем, как ETF будут доступны для инвесторов, компании уже будут должны приобрести биткоин на заранее указанную сумму. И конечно же, когда большие институциональные инвесторы начинают скупать биткоин на миллионы долларов, его цена не может стоять на месте. В ближайшую неделю рынок будет очень напряжен, ведь все будут в ожидании сильного движения после одобрения ETF, и в это время нужно как никогда соблюдать все правила риск-менеджмента и заранее обращать внимание на ключевые уровни для открытия сделок. Ведь если этого не делать, вы можете упустить прибыль и пропустить историческое событие, которое мы ждали более полугода. Но чтобы этого не допустить, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. Еще с конца 2023 года наши аналитики перешли в режим полной готовности и каждый день подготавливают для вас прибыльные торговые идеи, чтобы вам удалось заработать на фоне одобрения ETF. Например, уже 1 января все участники Pro заработали от 70% прибыли на росте монеты Aptos. Помимо сделок мы также предоставляем пошаговое обучение и полное сопровождение, что значительно упростит торговлю, если вы новичок. А поскольку со дня на день одобрят ETF, мы просто не могли оставить вас без приятного бонуса, поэтому мы продлили новогоднюю акцию еще на 1 неделю, и у вас осталось только 7 дней, чтобы успеть присоединиться к подписке Pro по очень хорошей скидке. А для этого вам нужно прямо сейчас написать нам по ссылке в описании. До конца акции осталась 1 неделя, поэтому пишите, и наша поддержка предоставит вам всю необходимую информацию. На самом деле, эта и следующая неделя будут очень важными для криптовалюты, и это я вам говорил во всех последних роликах, которые выходили в прошлом году. Ведь даже если не брать в учет слухи, что SEC одобрит ETF в ближайшие 48 часов, то первой официальной датой, когда SEC может озвучить свое решение, является 5 января. И да, это пятница этой недели. Хотя я считаю, что вряд ли SEC озвучит свое решение на этой неделе, после начала Нового года. Скорее всего, ETF одобрят 8 числа в понедельник утром, около 9 часов по Вашингтону. Поэтому посмотрите, какая у вас разница во времени. В принципе, если взять общий фон и ожидания многих инвесторов, мы с уверенностью можем сказать, что после одобрения ETF все ожидают рост криптовалюты. И в этом ничего странного нет, ведь ETF – это как пропуск для больших инвесторов в эту индустрию. Сейчас можно заметить, как все больше аналитиков прогнозируют рост биткоина вплоть до $1 миллиона. Также различные аналитические компании прогнозируют его рост. Например, CryptoQuant выделили вот эти 6 причин, из-за которых в 2024 году биткоин будет расти. И как вы видите, одной из них является ETF. В ближайшие пару недель все будут ждать только одного, а именно ETF, ведь именно он должен полностью изменить рынок крипты и привлечь большое количество новых крупных инвесторов. Но как всегда есть и те, которые считают, что биткоин не будет расти, а он упадет, причем до 30 тысяч. В данном случае, лично я считаю, что после одобрения ETF биткоин не будет лететь вниз. Ведь давайте будем откровенны, сам запуск ETF необходим для того, чтобы большие инвесторы могли покупать биткоин, а также когда SEC одобрит ETF, биткоин выйдет на новый уровень с другими традиционными финансовыми активами, такими как золото. Поэтому здесь я бы хотел озвучить достаточно интересные мысли советника VanEck, с которыми я в принципе согласен. По словам советника компании VanEck, ETF вряд ли окажет большое влияние на биткоин, но в конечном итоге может принести триллионы долларов в сектор криптовалют. У себя в Твиттере он заявил, что первоначальное воздействие биткоин ETF сильно переоценено, но по его оценкам чистый приток капитала может составить около $100 миллионов. То есть, простыми словами, сейчас все переоценивают влияние ETF на биткоин, ведь все хотят, чтобы после решения SEC биткоин улетел как минимум на $70 тысяч, причем буквально за пару часов. Но учитывая, что до 70 тысяч биткоину нужно вырасти еще на 60% и прибавить к своей капитализации более $400 миллиардов, это физически невозможно. Но это если мы говорим о краткосрочных временных рамках, ведь в долгосрочной перспективе данное событие, конечно же, окажет положительное влияние. И для этого есть отличный пример в виде золота. В 2004 году глобальная компания State Street запустила первый ETF на золото, и за 8 лет после запуска цена на золото выросла более чем в 4 раза, хотя на старте рекордного роста на золото не было. У биткоина может наблюдаться похожая картина, ведь возвращаясь к комментариям советника VanEck, он написал, что люди склонны преувеличивать текущее событие и недооценивать долгосрочную перспективу. С этим не поспоришь, ведь в криптовалюте все хотят за максимально короткий промежуток времени приумножить свой капитал в 10-кратном размере. Но чтобы приблизительно понимать, что может произойти с биткоином после одобрения ETF, давайте перейдем на график. Как мы видим, биткоин закрыл 2023 год на уровне $44 700, и декабрь стал очень важным месяцем, ведь цена биткоина зафиксировалась выше психологически важной поддержки около $40 тысяч. Данный уровень имел очень большое значение для дальнейшего движения, поскольку биткоин делал пару попыток, чтобы пробить 40 тысяч, но очень хорошо, что ему это не удалось. И сейчас первыми ключевыми уровнями остаются 48 и 50 тысяч. Во-первых, это максимумы 2022 года, а во-вторых, биткоин всегда продолжал рост только после закрепления на том или ином уровне, особенно в четвертом квартале, когда биткоин сначала зафиксировался выше
выше 30, потом выше 35 и только после этого выше 40 тысяч. Одним из самых вероятных сценариев после одобрения может стать очень резкий рост до 50 тысяч долларов. Учитывая, что на фоне фейкового одобрения в августе биткоин за пару минут вырос на 8%, в момент официального сообщения от SEC рост будет в 2 раза сильнее. И как раз таки эти 16% обеспечат рост до 50 тысяч. Но что самое интересное, биткоин вряд ли продолжит расти до 60, 70 или вообще до 100 тысяч, поскольку все знают, что ETF должны одобрить, и массового ажиотажа на рынке скорее всего не будет. Конечно, я буду только рад, если биткоин улетит на 100 тысяч, но предсказуемое решение SEC не сможет создать такой положительный эффект. Например, если взять XRP, то никто не знал, что суд объявит победу Ripple. Вот поэтому он и вырос на 100%, но после этого начал падать и искать себе поддержку. Как я сказал ранее, первой ключевой поддержкой для биткоина должен стать уровень 50 тысяч, где он будет торговаться, пока ETF не будет доступен для покупки. Одобрение это только начало, ведь инвесторы смогут покупать ETF где-то спустя месяц после одобрения. Поэтому в январе, а уж тем более в ближайшие 2 недели, нам нужно крайне осторожно открывать сделки. И если у вас сейчас открыты шорты по биткоину, имейте в виду, что резкий скачок цен приведет к ликвидациям. Также это касается и лонгов, потому что локальные коррекции никто не отменял. В целом мы с нетерпением ждем это событие, из-за чего сейчас анализируем большое количество информации, которая поступает на рынок. А самый важный делимся в нашем Telegram, поэтому не забывайте на него подписываться. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое мы выпустим, возможно, сразу после ETF. Ну и в комментариях напишите, как вы думаете, сколько будет стоить биткоин после одобрения. Всех еще раз поздравляю с Новым годом, он однозначно будет лучше, чем прошлый, поэтому мы настроены снимать для вас очень много интересных роликов, так что не пропускайте. Вам желаю удачи, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!